Есть рецепты, которые пахнут домом. Эта лазанья именно такая мамина. Простая, но невероятно вкусная. Давайте готовить вместе. Льем немного растительного масла в сковородку. Возьмем 700 грамм фарша из красного мяса. У меня говядина с бараниной 50 на 50. Отправляем в сковороду. Нарезаем произвольно 400 грамм шампиньонов. Когда мясо поменялось цвет, добавим 2 чайные ложки куркумы, 1 чайная ложка морской соли, 1 чайная ложка копченой паприки, 1 чайная ложка сушеного тимьяна, пол чайной ложки красного острого перца. Обжариваем еще совсем немного, чтобы специи подружились с мясом. Закидываем грибы. Один сладкий зеленый перец порежем кубиками. Отправляем в сковородку. Одну среднюю морковь натираем на крупной терке. Добавляем в мясо. Добавим полстакана жареного лука. Как его приготовить, посмотрите по ссылке под видео. Две столовые ложки томатной пасты. Обжариваем томатную пасту до изменения цвета. После смешиваем с остальными ингредиентами. 1 стакан консервированного зеленого горошка. Подготовим соус. Немного растительного масла. Добавляем 1 столовую ложку сливочного масла. Когда масло растопится, добавим 1 столовую ложку муки. Смешаем. Пол чайной ложки соли. Постепенно вливаем 2 стакана холодного молока. Помешиваем до загустения. Пока готовлю соус, замочу листы для лазаньи. Листы для лазаньи бывают разными. Как их подготовить, нужно смотреть инструкцию на упаковке. Те, что у меня, достаточно замочить на пару минут. Но бывают и такие, что нужно отваривать. Поэтому нужно приготовить их заранее. Добавляем в соус 1 чайную ложку молотого черного или белого перца. Лучше белого, но у меня закончился. И я забыл купить. – 50 грамм пармезана. Соус готов. Дно формы для запекания покрываем соусом. Выкладываем листы лазаньи в один слой.
смазываем соусом. Теперь слой фарша с овощами. Посыпаем любым сыром, какой любите. Так собираем лазанью, выкладывая все ингредиенты послойно. Если любите, посыпьте тимьяном между слоями. Будет вкуснее. Последний слой лазаньи смазываем соусом, выкладываем остатки фарша. На фарш сыр, а сверху сыр посыпаем еще и сыром пармезан. Сбрызнем остатками соуса и немного кетчупа. Тимьянчик. Ставим на 30 минут в разогретую заранее до 180 градусов духовку. Пока готовится лазанья, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Итак, лазанья готова. Эта лазанья точно достойна вашего лайка и комментария. Обязательно попробуйте приготовить, ведь это совсем не сложно и очень вкусно. Друзья, если вы любите и готовите лазанью, напишите свои рецепты и секретики в комментариях. Посмотрим, что получилось. Это очень аппетитно. До новых встреч!